Здравствуйте! Добро пожаловать на мой вязальный канал. В этом видео я расскажу, как я вязала и продолжаю вязать женский кардиган 50 размера. Вяжу его спицами и вяжу сшивным регланом. В этом видео я расскажу о пряже, которую я использую, об инструменте. Далее поговорим о техническом рисунке для того изделия, которое я вяжу, для того размера. Покажу уже готовые связанные детали. Позже я покажу, как я эти детали буду сшивать по регланным линиям. Ну и потом уже посмотрим на готовый результат. Пряжу, которую я использовала и использую для данного изделия, это вот такая вот пряжа. Пряжу я покупала в европейском стоке. Пряжа производитель Бельгия, но ее можно заменить любой полушерстью, так как в составе тут 80% шерсти, простите, 80% акрила, 20% шерсти. Ну, можно взять больше содержания шерсти. Метраж данной пряжи в 50 граммах у меня 115 метров, то есть если пересчитать на 100 грамм, это получается 230 метров на 100 грамм. Вот любая полушерсть с таким метражом 230, 240, 220 вполне хорошо сюда подойдет. Рекомендуемый инструмент для вязания данной пряжи указан 3,5 и спицы и крючок. Я вяжу свое изделие резинки. На изделии я вяжу спицами номер 3, основное полотно я вяжу спицами номер 3,5. Какой я использую узор для своего вязания? Я использую резинку 2 лицевых, 2 изнаночных. Основное полотно я использую, то есть полотно, которое вяжется до уровня подреза, до проймы, я вяжу узором двойной рис. То есть в этом узоре вяжется, он состоит из 4 рядов. Первый ряд вяжется 1 лицевая, 1 изнаночная, второй ряд вяжется по рисунку, то есть если мы видим лицевой, мы вяжем лицевой, если мы видим изнаночную, вяжем изнаночной. В третьем ряду, там где была у нас лицевая, мы вяжем изнаночную, там где была изнаночная, мы вяжем лицевую. И в четвертом ряду мы вяжем узор так, как мы его видим. То есть если мы видим лицевую, мы вяжем лицевую, если мы видим изнаночную, вяжем изнаночную. Так эти 4 ряда повторяем до нужной нам высоты. Далее, после уровня подрезов, я перехожу на узор. Вот он у меня связан. Вот горизонтальная резинка. То есть, если смотреть на полотно, то мы наблюдаем чередование 2 ряда лицевых, 2 ряда изнаночных. Вяжется это с лицевой стороны. Вот, к примеру, мы будем вязать с лицевых 2 рядов, начинаем, да? С лицевой стороны мы вяжем лицевой ряд, с изнаночной стороны вяжем изнаночный ряд. Это мы связали 2 лицевых, да, если смотреть с лица. Далее мы переворачиваем на лицевой ряд и вяжем ряд изнаночных петель, переворачиваем на изнаночный ряд и вяжем ряд лицевых петель. И с лица у нас получается, что формируется 2 ряда лицевых и 2 ряда изнаночных. И вот такая вот горизонтальная резинка у нас получается. То есть вот это вот у нас вертикальная резинка, которую я оформляю низ изделия и планки. А горизонтальная резинка, то есть наши 2 лицевые, 2 изнаночных лежат. Так, теперь давайте поговорим о техническом рисунке. То есть сшивной реглан подразумевает в себе абсолютно все детали вязать отдельно. То есть спинка это у меня, полочки 2 вяжутся отдельно и 2 рукава вяжутся отдельно. Далее эти детали, естественно, сшиваются по боковым швам между собой, и вместо как бы классической проймы, да, у нас вот такая регланная линия, которая тоже сшивается. Давайте поговорим сначала, ну, вообще о каждой детали более подробно и детально. Спинка у нас выглядит вот так. Размер у меня 50, то есть окружность груди у меня 100 сантиметров.
Плотность вязания узором рис на спицах номер 3,5 составила вот такие вот значения. То есть в 1 сантиметре у меня 1,764 петли и в 1 сантиметре 2,22 ряда. Эти мне значения нужны для того, чтобы, естественно, рассчитать ширину, высоту и все подобное. Итак, ширина без свободы облегания 50 сантиметров, но это плечевое верхнее изделие, оно подразумевает свободу облегания, потому что под него обязательно будет пододеваться какой-то джемперок или футболка. Я решила на каждую деталь дать по спинке 4 сантиметра, по полочке это 2 сантиметра, потому что полочки 2, да, мы эти 4 сантиметра на одну и на вторую, у меня только одна нарисована, но вторая в зеркальном отображении. То есть эту свободу облегания 4 сантиметра мы разделяем на 2, потому что 2 полочки. Итак, 50 плюс 4 получается 54, это ширина моей спинки. Высота от наборного ряда до уровня подреза у меня составляет 40 сантиметров, высота резинки 6 сантиметров, ширина подреза у меня 4 сантиметра, по спинке длина регланной линии 24 сантиметра и ширина горловинки 18 сантиметров. Далее полочка. Полочка, у нас 2 полочки вяжутся в зеркальном отображении. То есть это получается у нас правая полочка, а левая будет, то есть с этой стороны у нас будет горловина, а с этой стороны пройма. Полочка. Полочка это половинка спинки, и я вот написала, но я не учла, что сюда у меня еще будет привязываться планка, а планка у меня будет 4 сантиметра. То есть ширина полочки у меня будет не 28 сантиметров, то есть не половина спинки, а 28 минус 4 минус планку. Получается 24 сантиметра у меня будет ширина полочки. То есть ширина полочки 24 сантиметра, высота полочки до уровня проймы, до подреза составляет так же, как и по спинке, 40 сантиметров, куда входит высота резинки 6 сантиметров. Ширина у меня подреза 4 сантиметра, так как и на спинке, а вот длина регланной линии у меня меньше, чем на спинке, и составляет 21 сантиметр. То есть 24 по спинке и 21 по переду, то есть 3 сантиметра это так званый росток. Далее ширина горловины у меня 7 сантиметров и глубина горловины, то есть насколько она опускается вниз, это 8 сантиметров. Полочки вяжем в зеркальном отображении. Далее, ну и самое такое замысловатое в данном изделии, на мой взгляд, это рукав. Почему? Потому что с одной стороны мы вяжем длину регланной линии, которая соответствует переду, а со второй стороны, с другой стороны, да, мы вяжем длину регланной линии, которая соответствует спинке. И рукава у нас тоже, оба рукава у нас вяжутся в зеркальном отображении, то есть они не вяжутся одинаково, они вяжутся в зеркальном отображении, чтобы пришить правильно, да, потому что если мы свяжем 2 одинаковых, один будет с лица, а второй придется нам сшивать с изнанки. Итак, рукав у меня, ширина рукава по манжету у меня составляет 22 сантиметра. После того, как я свяжу манжет, который, высота резинки которого составит 6 сантиметров, я увеличу количество петель резкенько так, до 24, чтобы было такое вот как немножечко такой припуск на манжете. Мне так нравится делать изделие. Значит, высота рукава от наборного края до уровня подрезов 42 сантиметра. Соответственно, вот ширина рукава внизу 24, это уже после резинки, а самая широкая его часть рукава это 40 сантиметров, то есть под подрезом. Далее подрезы по 4 сантиметра с каждой стороны, а по переду с одной стороны мы вяжем регланную линию, которая соответствует переду, 21 сантиметр, а по спинке регланной линии 24 сантиметра. Вот это вот ширина, которая идет на горловину 6 сантиметров, и высота так называемого ростка, то есть разница между передом и спинкой 3 сантиметра.
Вот такие вот технический рисунок. Далее давайте переходим, уже смотрим на изделие, вернее на детали моего будущего изделия. Начнем со спинки. На спинку, на спице номер 3 я набрала 102 петли. Из них 2 петли кромочных, то есть основные рабочие петли это 100 и 2 кромочных. Провязала я 14 рядов спицами номер 3 резинки, которая составляет из 2 лицевых и 2 изнаночных. Далее я перехожу на спицу номер 3,5 и вяжу узором двойной рис до подрезов. До подрезов это у меня получается 76 рядов. Я связала 76 рядов. Далее я закрываю подрезы. Ширина подреза у меня 4 сантиметра. 4 сантиметра это 7 петель. Я одним приемом с одной стороны закрываю 7 петель, довязываю до конца, разворачиваюсь и вторым приемом закрываю 7 петель со второй стороны подрез, и вот у меня подрезы связаны. А в это же время я перехожу на узор горизонтальная резинка и начинаю убавки по регланной линии. Далее важно очень, я делаю вот такие вот так называемые регланные линии. Значит, кромочную я не учитываю. Следующую петлю я вяжу лицевой, потому что я решила, что регланные линии у меня будут лицевыми петлями. Это первая петля, а вторая петля это у меня тоже лицевая, но под эту петлю уходят у меня убавки. С правой стороны, как я смотрю, у меня убавки уходят в регланную линию, то есть вправо, с левой стороны у меня убавки уходят в регланную линию, то есть влево, с наклоном влево. Тут тоже так же, вот 3 петли. Далее я эти петли буду использовать. Это вот эта вот петля, в которую я делала убавки, у меня останется. Кромочную петлю я тоже трогать не буду, а сшивать я буду вот в эту петлю. Я буду в серединку матрасным швом с этой стороны, и в следующей буду делать шов. Чуть позже я этот шов покажу, как я его буду делать. Итак, я проговорила эти нюансы. Такую же убавку я буду делать тоже вот из, так скажем, 3 петель, да, кромочная, 2 лицевых я буду делать и на полочках, и на рукавах. И убавки тоже буду формировать. Если регланная линия справа, то будет с наклоном вправо. Если регланная линия слева, то будет с наклоном влево. Мне так захотелось. Итак, как я делала убавки? Вот эта вот высота регланной линии у меня 24 сантиметра. Это составило у меня 54 ряда. 54 ряда. Тут мне надо оставить 18 сантиметров. Это у меня получается 34 петли мне надо оставить. Я посчитала, что от оставшихся петель после закрытия подрезов до тех петель, которые мне надо оставить, нужно сделать убавки. И эти убавки я буду делать в каждом лицевом ряду или же в каждом втором ряду на протяжении этих 54 рядов. И как раз у меня получится, что у меня останется 34 петли. Убавки я делаю, то есть я в лицевом ряду сделала убавку с этой стороны, и в лицевом ряду я сделала убавку с этой стороны. Развернулась, изнаночный ряд я провязала без убавок. Дальше у меня лицевой ряд, и я делаю убавку. Вот одна убавка, вот ряд без убавки, вторая убавка, ряд без убавки и так дальше. Я в каждом втором ряду на протяжении 54 рядов с двух сторон делаю убавки, и у меня остается 34 петли вместе с кромочными. И я их закрываю одним приемом. И спинка у меня готова. Далее я перехожу к вязанию полочки. Вот так полочки у меня выглядят. Сейчас покажу. Вот они, как вы можете заметить, в зеркальном отображении. То есть подрез с этой стороны, горловина с этой стороны. Тут подрез с этой стороны, горловина с этой стороны. Это очень важно. Внизу я их набираю абсолютно одинаково и вяжу до подреза одинаково. Значит, на полочку
На спице номер 3 я набираю 46 петель вместе с кромочными. Вяжу 14 рядов резинкой 2 на 2. Далее я перехожу на спицы номер 3,5 и вяжу узором рис на высоту 76 рядов. Как правую полочку, так и левую полочку. Далее, смотря какая полочка. Если это правая полочка, то я закрываю с начала ряда. Если это левая полочка, то я довязываю ряд до конца, разворачиваюсь и закрываю с изнаночной стороны. И, соответственно, со стороны подреза я делаю убавки, то есть формирую регланную линию. Так же, как и на спинке, я перехожу на узор горизонтальная резинка. Ну, подрез, естественно, 7 петель, так же, как и на спинке. И высота у меня регланной линии 21 сантиметр, и это составляет 46 рядов. По моим расчетам тоже буду делать убавки по переду, как и на спинке, в каждом лицевом ряду, то есть в каждом втором ряду. С лица убавила, но тут убавки у меня будут идти с одной стороны, потому что тут у меня регланная линия одна на одной полочке, и тут регланная линия одна. То есть тоже одна убавка, да? Дальше, что я еще хочу сказать. Горловину, когда я формирую, то есть длина регланной линии 21 сантиметр, а горловину мне надо формировать на 7 сантиметров, на 8 сантиметров ниже, чем заканчивается регланная линия. То есть это сколько получается? Это получается у меня после 29 ряда регланной линии я начинаю формировать вырез горловины. То есть получается 46 минус 28, 18 рядов у меня вырез горловины формируется. За 18 рядов я должна закрыть 16 петель. То есть 16 петель это у меня ширина горловины, это 7 сантиметров. И я закрываю горловину так. Конечно же, в процессе вязания регланной линии я делаю убавки, не забываю, и закрываю горловину. То есть я 28 рядов связала и начинаю формировать горловину. То есть тут я горловину уже формирую с изнаночной стороны, ну а тут с лицевой, с этой стороны. И как я ее формирую? Я ее формирую вот так. Закрыла первый раз 4 петли, далее 3 петли, 2 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле, и у меня все сошлось уже в конце. Вот так вот. Это с этой стороны, ну и с этой точно так же, только вот в зеркальном отображении. И все, полочки у меня готовы. Вот такие вот у меня полочки. И после полочек я приступила к вязанию рукавов. Сейчас я покажу, что рукава у меня в зеркальном отображении, чтобы вы видели. У рукавов, естественно, 2 регланных линии. Это идет к переду, это к спинке, потому что здесь ниже, здесь выше. Это вот у меня получается правый рукав, а это у меня получается левый рукав. Видите, в зеркальном отображении. Это важно, потому что если вы свяжете 2 одинаковых рукава, то придется пришивать с изнаночной стороны. А с изнаночной стороны у нас нету вот этих вот петель. Вот. Итак, как я вяжу рукава? Опять же таки, рукава я вяжу симметрично, одинаково до уровня подрезов. То есть на рукав, на спице номер 3 я набрала 42 петли вместе с кромочными. И провязала резинкой 2 на 2 14 рядов. Далее я перехожу на спицы номер 3,5. Вот после резинки. Начинаю вязать узор рис. И в это время, в этом же ряду после резинки первой, я прибавляю 8 петель. И после резинки у меня получается 50 петель на рукаве. Далее, длина рукава от начала до подреза у меня 42 сантиметра, но резинка у меня составила 6, по-моему, сантиметров, да? Соответственно, от 42 мы отнимаем 6, и у меня получается, что от резинки до подреза это 36 или 37 рядов, и это 82 ряда.
рядов, сантиметров, и это 82 ряда. Я посчитала, что мне, приблизительно 40, но у меня тут не 40 сантиметров ширина, чуть меньше. У меня получилось, что вот здесь вот в самом широком месте, вот в этом, где под подрезом, получилось 68 петель. И у меня прибавки, я с этой стороны рукава и с этой стороны, нам же нужно расширить рукав, я делаю прибавки в каждом 8 ряду. С двух сторон в каждом 8 ряду я делаю прибавки, естественно, вписываю в узор рис и довязываю 82 ряда до подреза. Это вот именно узором рис, без резинки. Далее я закрываю подрезы таким же образом, как и закрывала на полочке и спинке по 7 петель в один прием с одной стороны рукава и с другой стороны рукава. Далее у меня начинается самое интересное, а именно формирование регланной линии. Со стороны переда, со стороны полочки у меня 46 рядов, со стороны спинки у меня 54 ряда. А вот тут вот разница получается 3 сантиметра между полочкой и спинкой. И убавки я буду делать не так, как на спинке и на полочках, то есть не в каждом лицевом ряду или же в каждом втором ряду, а немножечко их изменю, потому что я не выходила на нужное количество петель вот здесь вот. То есть мне нужно 6 сантиметров, я посчитала, что это плюс-минус 16 петель, но у меня получилось тут 16, я вышла на 16 петель. И по переду и по спинке изначально я делала 11 раз убавляла, делала 11 убавок в каждом третьем ряду. То есть, получается, я перехожу на горизонтальную резинку. Вот в первом ряду я сделала убавки, далее 2 ряда вяжу без убавок. И в третьем ряду я делаю убавку. Опять 2 ряда без убавок, в следующем убавку. 2 ряда без убавок, в следующем ряду убавку. И так я делала 11 раз. И с одной стороны, и со второй стороны. Далее я перехожу на другой ритм убавок. И по переду у меня получается, что я 7 раз делаю убавки в каждом втором уже ряду. А по спинке у меня же больше рядов. Соответственно, по спинке я делаю в каждом втором ряду 10 раз убавки. Потому что тут 46 рядов мне надо остановиться, а тут я еще буду продолжать. Вот, я довязала то количество рядов, которые мне надо по переду, по полочке, по регланной линии. И начинаю по спинке вязать дальше убавки в каждом ряду, втором ряду. А по полочке я начинаю делать убавки, чтобы получить вот такой вот скос, то есть росток. Я посчитала, что у меня тут останется, когда я сделаю все убавки, 16 петель. То есть 16 петель, у меня тут 4 приема, то есть 46 минус 54, это получается 8 рядов, да, это 4 приема. И 4 приема, 16 петель, 16 разделить на 4, получается по 4. То есть я тут делаю убавки, а тут закрываю 4, потом еще раз 4, еще раз 4, и все вместе закрыла 4. И вот такой вот у меня скос получился. Вот такой вот, потому что его немножко не видно, так как резиночка сжимает все. Вот такой вот скос у меня получился. Второй рукав я вяжу симметрично, то есть с этой стороны я располагаю регланную линию по спинке, а с этой по переду, и делаю наоборот действие. Вот так я получила все детали, которые мне надо для данного изделия. Теперь я эти детали буду сшивать. Приступила я к сшиванию деталей по регланным линиям, и сейчас у меня уже готовы швы на одной из полочек. Выглядит шов вот таким вот образом на регланной линии. Вот шов, вот он с изнанки так смотрится. Есть швы по регланным линиям на спинке, вот одна. Вот у меня вторая регланная линия сшита. Сшиваю в данный момент только по регланным линиям, то есть объединяю детали полочек, детали рукавов и детали спинки в единое полотно по регланным линиям. Далее, после того, как я сошью регланные линии, я буду сшивать детали по рукав по внутреннему шву и буду переходить
по боковым швам полочки и спинки. Сейчас я покажу, как я формирую шов. У меня осталась не пришита одна полочка. Вот она у меня, эта полочка. И рукав. От полочки у меня осталась нитка, которой я ее вязала, и я этой ниткой буду пришивать. То есть у меня шов будет формироваться сверху от горловины к подрезу. Таким вот образом. Специально я ниточку оставила подлиннее, потому что я знала, что я этими ниточками буду сшивать. Но если ниточки не длинные, то, естественно, нужно взять нитку уже другую. Ну, для меня это, ну, как бы, чтобы меньше было кончиков. То есть это не принципиально. Эту нитку я ввожу в иголку. И каким образом я буду сшивать? Тут у меня, как я уже говорила, одна кромочная петля, вот она. Вот если снизу смотреть, да, одна кромочная, потом просто лицевая и потом петля лицевая, в которую я уводила убавки. Так вот, я буду сшивать в середину с одной детали, да, в середину вот этой вот центральной лицевой петли, которая между кромочной и в которую уходили прибавки, вот сюда с одной детали, и со второй детали точно так же буду поступать. Сверху вниз находить центральную петлю хуже, поэтому я сейчас пока их найду, а потом уже, когда определю, я их разверну и буду сшивать в обратном, да. Значит, я нахожу центральную петлю, вот у меня кромочная, центральная и та, в которую уводила я убавки. Мне нужна центральная, вот деталька у меня с ниточкой, я ввожу в данном случае это рукав, а это полочка. Количество рядов одинаковое, соответственно, количество петель тоже у нас одинаковое и, естественно, должно совпасть. И вот я ввожу так вот, это начало, потом будет попроще. Так, вот в одну детальку я ввела. И теперь с этой стороны нахожу центральную петлю. Вот она у меня. Вот так. А шов я не затягиваю, чтобы не были стянуты регланные линии. Вот, теперь я вот отсюда у меня вышла нитка. И вот так вот я, так скажем, через, ну, в каждый ряд, да. Вот, смотрю, откуда у меня вышла нитка. Вот отсюда у меня вышла нитка. Вот, вот получается, вот один ряд, вот на ряд ниже. Вот я в серединку и из следующей серединки вытянула. Дальше. Смотрю, где отсюда вышла петля, да? Вернее, иголочку, откуда я выводила. Вот. И на ряд ниже. Теперь это можно развернуть. Так удобнее сшивать. Уже проложена, так скажем, дорожка, куда идти, да? Потому что мне сложно, когда вот снизу вверх смотреть, петли переворачиваются, мне сложнее. Вот у меня вот отсюда вышла ниточка, и на ряд ниже я вывожу. И с этой стороны также. Опять вот отсюда вышла, да, я сюда ввожу и на ряд ниже. И вот так вот потихоньку я сшиваю. Вот я немножечко прошила, потом эту ниточку подтянула. Вот, подтянула. Шью дальше. Можно сшивать не в каждый ряд, да, вводить иглу, а через два ряда. Вот следующий, да, вот через два. Но так у меня получается более грубый шов, и мне нравится именно регланные линии прошивать в каждый ряд, вводить.
А боковые швы я тоже таким же образом буду сшивать, но там я буду уже сшивать через 2 ряда. Там не так, скажем, принципиально, чтобы было все вот идеально ровно, как на регланных линиях. Потому что на регланных линиях шов должен быть идеально ровный, потому что это место, куда обращается внимание. То есть это непосредственно у лица. И таким вот самым образом, не спеша, потихоньку, я буду шить до конца. Если вдруг у меня вот в конце я вижу, что что-то не сошлось, значит, где-то я пропустила что-то или 2 раза прошила в одно и то же. Смотрю, распускаю, перешиваю. Периодически в процессе сшивания, да, вот я прокладываю шов, да, подтягиваю ниточку, но чтобы не стянуть шов, ну тут еще мало я прошила, да, я не покажу. Чтобы не стянуть шов, да, вот шов у меня не стянут, как вы можете видеть. Это вот один из швов. Это спинка, рукав. Я вот так вот прошью определенный промежуток, вот так его подтяну ниточку. Опять прошью, подтяну, потом все вместе подтяну, чтобы было не стянуто, потому что если будет стянуто, естественно, укоротится регланная линия. Это все будет тянуть, а на детали спинки и рукава, или там какой там деталь относится к этой регланной линии, будут деформации. К тому же, если, допустим, какую-то из регланных линий стянуть, а остальные нет, это будет деформация изделия, будет тоже плохо смотреться. Поэтому ну, вот я периодически вот так вот подтягиваю, чтобы не было стянутости. Но и не так, чтобы расхлябано, чтобы было все аккуратно. Вот такое изделие у меня получилось в итоге. Это вот передняя часть его, да, спереди он так выглядит. Такие вот регланные линии. А это со спинки. Влажно-тепловую обработку кардиган еще не проходил, я только его сшила, спрятала нитки, кончики и пришила пуговицы. Как же я вязала планку? У меня связано 3 планки, 2 вертикальные, то есть которые привязаны на полочке, и 1 на горловине. Изначально я вязала вертикальные, потом уже окончательно, да, оформляла изделие, вязала планку на горловине. Все 3 планки у меня оформлены ложной кетлевкой. И первую планку я вязала вертикальную, та, которая отвечает пуговицам, да, на которые я пришивала пуговицы. Это левая полочка. Почему я так сделала? Потому что на этой планке не нужно делать никаких отверстий для пуговиц. Я ее связала. Потом разложила пуговицы, сколько я хочу пуговиц. На вертикальной планке у меня 6 пуговиц. И еще 1/7 уже на планке, которая отвечает горловине. То есть 6 пуговиц я разложила, посмотрела, на каком расстоянии я хочу, чтобы эти пуговицы были. Наметила их ниточками или маркерами. И потом уже вторую планку я вязала, и в соответствующем месте, где должна быть пуговица, я делала отверстие для пуговиц. И как же я вязала планки? Значит, на полочке, которая отвечает там, где будут пуговицы, да, соответствуют пуговицам, я набрала с лицевой стороны. Значит, одними спицами набирала, тут я проложила леску, эту леску я обвивала, а тут я набирала петли. Таким образом у меня получились петли и с этой стороны, но с лица у меня получилось 93 петли, а с изнанки 92 петли. Это не ошибка, это такая особенность, потому что первая петля, которую мы набираем, она получается без пары при поворотном вязании. И набрала я эти петли, провязала 2 ряда лицевыми петлями с лица, 2 ряда лицевыми петлями с изнанки, потом их объединила между собой попарно. Ну, естественно, с лица у меня 1 петля осталась без пары.
Далее я перешла к вязанию резинки 2 лицевые, 2 изнаночные, но 93 петли на 4 не делится. Из этих 93 петель у меня получилось 2 кромочных, соответственно 91 петля, то есть 1 петля была без пары. Эту петлю я опустила вверх изнаночной, и из нее я потом набирала уже вот эту вот планку, которая у меня идет к горловине. На мой взгляд, получилось очень аккуратно и красиво. Если бы этой изнаночной петли не было, мне бы пришлось бы вытаскивать петли из вот этой вот лицевой, и было бы как будто бы обрезано. Ну, или же из кромочной. Из кромочной я не хотела набирать, потому что когда набирается не из кромочной, а на петлю дальше от кромочной, оно более как-то стабильно, что ли. Но это мне так кажется. Каким образом я набирала петли для боковой планки? Значит, как я уже сказала, да, кромочную я пропустила и перешла к следующей петле от кромочной. И набирала уже петли для планки из середины вот этой вот петли. То есть, если взять и посмотреть внимательно, то у нас тут пол петли. Пол спрятано в карманчик, а пол вот лицевой, половинка изнаночной. Вот половинки лицевой. Каким образом я набирала петли на планку? Я набирала из 3 петель, 4 пропускала, из 3 петель 4 пропускала. И так вот набрала петли. Далее, когда я объединила петли в, так скажем, полотно резинки, да, распределила их, я связала 9 рядов резинкой 2 лицевые, 2 изнаночные, и в 10 ряду я закрыла резинку обычным методом закрытия. И получилась у меня вот такая планка. Далее следующую планку я вязала точно так же, тоже 93 петли. Объединила их вместе, вот этот вот карманчик ложной кетлевки. Отверстие для пуговиц я начала формировать в 4 ряду моей резинки 2 лицевые, 2 изнаночные. Довязала я до нужного места, где мне надо сделать отверстие для пуговиц, закрыла 4 петли и пошла вязать до следующего. В следующем я тоже закрыла 4 петли, довязала до следующего. И так у меня получилось 6 отверстий. Далее я развернула свое вязание, и там, где у меня были закрыты петли, я их восполнила воздушными петлями. На спицу 4 штуки тоже, и пошла вязать до следующего отверстия. И так до конца ряда. И следующие ряды я уже вязала так, как будто ничего и не было. Тоже в общей сложности у меня получилось 9 рядов самого полотна, и 10 это закрытие. И планку на горловину тут я уже не придерживалась никаких вот там из 3 вытаскиваю, 4 пропускаю. Я набирала так, чтобы было красиво. И еще у меня такой момент получился, что все-таки горловина у меня получилась широковато. И я немножечко ее хотела сузить, поэтому в нескольких местах я пропускала петли и вытаскивала не в каждой петле вот по спинке, а вот есть места, где я эти петли пропускала. В общей сложности у меня на горловине по планке получилось 106 петель. 2 петли с этой стороны одна и с этой стороны это кромочные. И 104 петли это непосредственно сама планка с узором резинки 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Также я сделала отверстие для пуговицы. И тут у меня не 10 рядов, то есть 9 основных и 10 закрытия, а по-моему у меня тут 14 рядов. Да, 14 рядов, 13 основных и 14 закрытия. Вот так я вязала данный кардиган с шивным регланом. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся совсем скоро в новых видео. Всем пока!